Владимирович. В этом году у нас 10-я юбилейная конференция AI Journey. Я хочу от всей души поблагодарить вас за регулярное участие в этой конференции и поддержки развития технологий в нашей стране, высокотехнологичного сектора. И позвольте вам предоставить слово. Спасибо большое. У нас на сегодняшний день называется мероприятие «Путешествие в мир искусственного интеллекта». Вот Герман Оскарович устроил мне сейчас такое путешествие ровно на 3 часа, на 2,5. Так что мы просим извинения, что вам пришлось здесь заниматься обменом мнениями по заданной теме. Но я в любом случае очень рад приветствовать всех участников конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», который собрался и организован здесь, в штаб-квартире Сбера, а также большую аудиторию граждан из разных стран, которые, думаю, к нам присоединяются в онлайн-режиме. По традиции поделюсь с вами тем, чем занимается Россия, расскажу о наших новых шагах по созданию, применению передовых технологий, в том числе в рамках международного взаимодействия. Но поскольку конференция – это уже 10-я, юбилейная, хотел бы поблагодарить председателя правления Сбера Германа Оскаровича Грефа, а также Российский альянс в сфере искусственного интеллекта за вашу настойчивость в продвижении ценностей прогресса, за усилия по объединению возможностей государства, бизнеса, науки вокруг задач технологического развития. А здесь, как уже не раз говорил, важно не только оценить саму ценность того, чем мы занимаемся, но и нужно двигаться вперед, причем постоянно двигаться вперед, добившись определенного результата, не останавливаться, а выводить нашу совместную работу на качественно новый уровень, чтобы соответствовать скорости и грандиозному масштабу перемен. Так, на прошлых конференциях мы подробно говорили о генеративном искусственном интеллекте, о языковых моделях, обученных на огромном массиве данных, в том числе текстов и изображений. Еще 2 года назад такие системы могли выполнять довольно простые задачи, а сегодня на основе генеративного искусственного интеллекта уже создаются интеллектуальные помощники, так называемые ИИ-агенты, а также беспилотный транспорт и роботы. Что важно, они действуют не по жестким заданным алгоритмам, а принимают все более автономные решения без участия человека. Тот, кто уже владеет, применяет такие продукты, получает серьезные преимущества в эффективности и производительности труда. Очевидно, что технологии генеративного и искусственного интеллекта становятся ключевыми, стратегическими. За обладание собственными фундаментальными языковыми моделями за это конкурируют не только крупнейшие компании, но и целые ведущие государства. По разным оценкам, развитие искусственного интеллекта, возможно, является одним из самых крупных технологических проектов в истории. При этом магистральное направление инвестиций – это наращивание высоковычислительных мощностей, а также формирование дополнительных гигаватт энергии, которая имеет решающее значение для надежной работы всей растущей цифровой инфраструктуры, для обучения следующих, еще более эффективных систем генеративного искусственного интеллекта. Так уже говорил, что только за текущее десятилетие более чем втрое вырастет потребление электроэнергии дата-центрами. Наряду со стремительными изменениями во всех сферах увеличивается и число пользователей продуктов на основе генеративного искусственного интеллекта. В России уже подавляющее большинство молодых людей широко применяют нейросети, языковые модели для разного рода задач в учебе, в профессии, да и просто в повседневной жизни.
но важно и другое. Такие модели порождают гигантские массивы новых данных, становятся одним из важнейших инструментов распространения информации, а значит, способны влиять на ценности, мировоззрение людей, формировать смысловое пространство целых государств, да, и человечества в целом, в конце концов. Критическую зависимость от чужих систем мы не можем допустить. Для России это вопрос государственного, технологического и, я бы сказал, ценностного суверенитета. Поэтому наша страна должна обладать целым комплексом собственных технологий и продуктов в области генеративного искусственного интеллекта. Прежде всего, это, собственно, национальные языковые модели, как фундаментальные, так и малые для конкретных отраслей. Весь спектр таких моделей должен проходить обучение и полностью контролироваться российскими специалистами. Причем на всех этапах, включая проверку конечного продукта. Работа над такими сложными системами призвана стать серьезным стимулом для укрепления отечественной инженерной школы в этой важнейшей сфере. У нас должны быть уникальные компетенции по полному циклу формирования фундаментальных языковых моделей. От их создания и обучения до адаптации под задачи различных индустрий. Собственно говоря, по этому пути и идут те страны, которые стремятся к обеспечению своего лидерства и независимости, своего суверенитета в этой сфере. Второе базовое направление – это вся инфраструктура для развития и внедрения таких национальных продуктов. То есть электронная компонентная база, центры обработки данных и вычислительные мощности со стабильным энергоснабжением. Задача которых, говорю, сложные, ответственные, все мы это прекрасно понимаем, осознаем, мы будем решать их в партнерстве с отечественными компаниями. Отмечу в этой связи, что продукты Сбера и Яндекса входят в число лучших в мире. И в рамках предстоящей в конце этого года прямой линии снова еще раз будем применять и гигачат, языковая модель Сбера, которая уже показала свою эффективность при анализе и систематизации громадного массива обращений граждан. Повторю, значимо не только наличие собственных технологий, важно обеспечить их широкое практическое использование, добиться фронтального внедрения в промышленности, на транспорте, в здравоохранении, государственном управлении, в других секторах. На этой теме хотел бы остановиться чуть поподробнее. В национальной стратегии развития искусственного интеллекта поставлена цель. Совокупный вклад этой важнейшей технологии в ВВП страны к 2030 году должен превысить 11 триллионов рублей. В развитии этой цели я прошу правительства и глав регионов сформировать национальный план внедрения генеративного искусственного интеллекта на уровне всей страны, а также в разрезе отраслей и субъектов. Вот мы сегодня с утра с председателем правительства обсуждали эту тему, говорили на этот счет, и он напомнил мне о том, что в правительстве уже создан аналитический центр, и там на эту тему работающий, и там сейчас функционирует 50 человек, создана целая группа. Так формально это находится в ведении, ну не в ведении, а руководит этой работой у нас Минцифры. Но ни того, ни другого недостаточно. Этого уже мало. Нам нужен реальный штаб руководства отрасли. Если мы хотим, чтобы эта работа шла уверенно, наступательно, по всем вышеназванным направлениям, то есть это и по отраслям, и по регионам, по министерствам и ведомствам, нужен такой штаб, который бы мог реально ставить задачи, добиваться исполнения и контролировать результаты. Вот это аналитическая группа, это очень хорошо, но у этих людей нет административного ресурса. Вот чего не хватает.
Нужен административный ресурс. Поэтому я прошу и администрацию президента, и правительство, соответственно, и министры, и правительство в целом, подумать о том, как нам создать вот этот самый штаб руководства, даже не отраслью, а всей этой деятельностью, привлекая возможности всех, кто в этом заинтересован или пока не знает, что заинтересован. Мы должны объяснить все вместе. Подчеркну, реализация этого плана станет важнейшим инструментом формирования спроса на национальные фундаментальные модели. По сути, целого рынка применения систем генеративного искусственного интеллекта. Продукты на его основе уже к 2030 году должны применяться во всех ключевых отраслях. Речь в том числе о таких решениях, как интеллектуальные помощники человека и агенты. Их нужно использовать в большинстве управленческих и производственных процессов. Уже в марте следующего года правительство, министерства и ведомства должны представить исчерпывающую информацию о применении в экономике, в социальной сфере, в субъектах Федерации искусственного интеллекта. Темпы внедрения этих технологий в регионах должны стать важнейшим показателем ежегодного рейтинга цифровой трансформации. Я прошу сформировать его по такой новой методике уже по итогам следующего 2026 года. Обращаюсь в этой связи к руководителям министерств и ведомств, еще раз, к главам регионов. Речь идет не об отчетах, а о достижении результатов. Вы должны четко понимать запросы компаний, предприятий на инновации, находиться в постоянном контакте с учеными и инженерами, создавать условия для тестирования, практического использования передовых разработок. Такой успешный опыт представлен в демонстрационной зоне на нашей конференции. Считаю полезным, и если кто не видел, рекомендую с ним приветно познакомиться. И что, конечно, очень важно, нужно формировать рынок для применения достижения искусственного интеллекта. Вот сейчас мы с коллегами разговаривали, они мне посвящали то, как развивается эта сфера деятельности. Ну, это так же, как и в любой другой сфере. Но, к сожалению, или к счастью, у нас есть возможность сформировать этот рынок. Нужно просто определенные стандарты вводить. Определенные стандарты в различных видах деятельности. И чтобы те, кто будут пользоваться достижениями искусственного интеллекта, за это платили, и, соответственно, чтобы это создавало финансовую базу для последующего развития. Нам нужно раскрутить этот процесс, придать ему собственные импульсы развития. Добавлю также, что уже есть зримые примеры, когда опыт одного субъекта Федерации в применении искусственного интеллекта становится фундаментом для изменений по всей стране. Так, почти 2000 медицинских организаций из более чем 70 регионов присоединились к московской цифровой платформе в сфере здравоохранения. Эта система открыла врачам из разных городов и населенных пунктов доступ к алгоритмам искусственного интеллекта для автоматического анализа медицинских изображений и лучевых исследований. Следует быстрее убирать административные и правовые барьеры, мешающие как созданию, так и внедрению суверенных отечественных технологий. Напомню в этой связи, что в ряде стран попытка детальной регламентации искусственного интеллекта затормозила разработку новых продуктов и идей. Повторю, мы не должны идти по этому пути, повторять чужие ошибки. Но в то же время нужно иметь в виду, что есть такие сферы деятельности, отчасти это государственное управление, отчасти это работа специальных служб, это работа силовых ведомств, где мы должны опираться исключительно на собственные базовые разработки. Но, безусловно, все, тем не менее, нужно делать в прямом диалоге с технологическим бизнесом. Нужно предметно и по существу обсуждать все самые смелые нестандартные, не укладывающиеся, на первый взгляд, в привычные подходы нормативные, законодательные инициативы. При необходимости тестировать их в рамках экспериментальных правовых режимов. Они действуют в Москве и на Сахалине,
в ряде других регионов Российской Федерации, а вскоре будут распространены на треть территории России, то есть на весь Дальний Восток. И, конечно, нужно шире использовать так называемое мягкое право, имея в виду прежде всего кодекс этики в сфере искусственного интеллекта. Далее. Как уже сегодня отмечал, чтобы наращивать потенциал отечественных технологий генеративного искусственного интеллекта, обучать наши языковые модели, необходимо гарантировать стабильность и независимость национальной цифровой инфраструктуры. Я сейчас только что об этом и говорил. Это в том числе позволит нам обеспечить суверенитет данных, чтобы информация пользователей оставалась в контуре России. В этой связи предлагаю вместе с бизнесом реализовать программу развития центров обработки данных для задач искусственного интеллекта, обеспечить удобный доступ к ЦОДам для стартапов, научных организаций и технологических компаний. Формирование дата-центров призвано стать драйвером для появления новых предприятий и компаний, рабочих мест в перспективных секторах экономики. Речь в том числе об отечественной электронной индустрии, о развертывании производства компонентной базы программных и инженерных систем для ЦОДов. Важнейшая, фундаментальная задача – обеспечить постоянное, равномерное и надежное снабжение дата-центров значительным объемом энергии. Поэтому планы их размещения должны быть четко увязаны с дальнейшим развитием всей национальной энергетической инфраструктуры, в том числе передовой современной экологической угольной генерации, других чистых источников энергии, включая атомную. Это наш стратегический актив, конкурентное преимущество. Но вот сейчас только разговаривали с специалистами, оказывается, недостаточно просто источников энергии. Нужно постоянные и мощные источники энергии для решения одних задач, а для быстрого использования полученных и уже отработанных данных источники энергии должны быть рядом с потребителем результатов этой работы. И это серьезная задача. Но она решаемая для нас, потому что мы, пожалуй, единственная страна в мире, которая сейчас способна, готова и уже производит и использует малые атомные электростанции. Поэтому, условно, в Кузбассе там можно использовать угольную генерацию. На крупных наших гидроэлектростанциях можно проводить определенную работу. Там, где атомные крупные блоки стоят, там можно это делать, но проводить определенные исследования, да, и подготовку. Но для того, чтобы информация необходимая доходила быстро до, а там, как вот сейчас вот мне рассказывали, счет идет на секунды и доли секунд, чтобы все работало эффективно. Там можно ставить и малые атомные электростанции. Только делать это надо быстро. У нас есть уникальные решения, которые могут быть использованы для энергоснабжения ЦОДов. Планируем перейти на серийное производство, как я уже говорю, малых и наземных атомных электростанций, а также продолжим строительство ЦОДов на базе крупнейших АЭС. Такие комплексные продукты готовы предложить и нашим партнерам за рубежом. Что касается перспективных планов, то менее чем за 2 десятилетия, прежде всего на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, планируем построить 38 атомных энергоблоков. Их суммарная мощность будет практически равна мощности всей действующей сейчас атомной генерации. Растущий потенциал отечественной атомной энергетики позволит нам последовательно расширять вычислительные мощности для искусственного интеллекта. Дорогие друзья, отдельно остановлюсь на международном сотрудничестве. Будем выстраивать с нашими партнерами совместный контур в сфере искусственного интеллекта. Работать как на основе двусторонних соглашений, так и в рамках интеграционных объединений Евразес, БРИКС, ШОС, других форматов. Причем предлагаем вплотную подойти к гармонизации законодательства наших стран в части внедрения искусственного интеллекта, использовать успешные практики в этом направлении, собранные на платформе БРИКС. И, конечно, намерены совместно реализовывать исследовательские проекты. В этой сфере у нас уже есть зримые примеры сотрудничества. Так, по инициативе созданного в прошлом году Международного альянса в сфере искусственного интеллекта
развернулась глубокая научная дискуссия о том, как будут совершенствоваться технологии искусственного интеллекта в ближайшие десятилетия, какое воздействие они окажут на промышленность, транспорт, другие индустрии и, конечно, на человека, на семью, на общество в целом, на социальные процессы. Я прошу правительства обязательно использовать результаты этого прогноза в практической плоскости для обновления и донастройки наших планов развития отраслей экономики и социальной сферы. При этом очевидно, что цифровой прогресс будет набирать силу, набирать обороты. И в обозримом будущем обязательно появятся технологии, которые превзойдут возможности существующих систем. И произойдет это очень быстро. В том числе имею в виду и генеративный искусственный интеллект. И прежде всего, конечно, это. Убежден, что весомый вклад в решение этих сложнейших исследовательских задач, безусловно, внесут молодые поколения исследователей, наших отечественных ученых и инженеров. Знаю, что сегодня в этом зале присутствуют и российские школьники, студенты, победители и призеры международных турниров по искусственному интеллекту, и просил бы их поприветствовать. Уважаемые друзья, я желаю вам новых успехов, а участникам конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» плодотворной работы. Благодарю вас за внимание. Уважаемый Владимир Владимирович, хотел бы еще раз поблагодарить вас за внимание к технологиям. Извините, может быть, за то, что сегодня мы потратили много времени для того, чтобы погрузиться в эту, ну, наверное, наиболее важную, но и наиболее сложную технологию. И я думаю, что не так много лидеров стран настолько погружены в технологию, как вы. И вам спасибо большое за все эти замечания и задания, которые вы дали. И я хотел сейчас бы анонсировать, что мы приняли в самое ближайшее время выложить в открытый доступ, в так называемый open source, наши самые продвинутые флагманские модели искусственного интеллекта, такие как GigaChat Ultra Preview, GigaChat Lightning, новое поколение моделей распознавания речи Giga AMV3, модели генерации изображений Кандинский и видео Кандинский 5.0, собственно, которые мы сегодня только представили на конференции. И модели эти будут распространяться по лицензии, позволяющей ряд из них использовать даже в коммерческих целях. И это станет самым крупным в Европе open source проектом. Все эти модели мы выкладываем в свободный доступ со всеми весами. Также мы сегодня представили своего человекоподобного робота, первого человекоподобного робота Грина на базе нейросети GigaChat. Он умеет ориентироваться в незнакомом пространстве, способен автономно работать в этом пространстве. И это, конечно же, новый этап в развитии отечественной робототехники и искусственного интеллекта, или, как еще говорят, воплощенного искусственного интеллекта или физического искусственного интеллекта. Потому что, собственно говоря, все железо, как у нас говорят, оно является прикладным и строится вокруг искусственного интеллекта. Поэтому сейчас, конечно же, новый этап автономной робототехники – это то, где Россия должна быть сильна, и мы должны иметь свое место на этом мировом рынке. И важно, что российские компании, в том числе наши партнеры по Альянсу искусственного интеллекта и компания Яндекс, занимаются развитием этого направления. Но что все эти тренды, что эти новые модели означают для нас? Для каждого из нас, как руководителя соответствующих организаций, как граждан своей страны, и просто как людей, которые ежедневно сталкиваются с искусственным интеллектом, с житейскими проблемами и с такими вопросами, как и к чему готовить нам наших детей. В условиях, когда каждый ребенок имеет неограниченный доступ к огромному количеству моделей искусственного интеллекта. Все эти вопросы, конечно, требуют очень серьезного осмысления и преобразования.
Сегодня нельзя медлить с этими преобразованиями. И мы сегодняшнюю нашу панель назвали «Будущее с искусственным интеллектом». Очевидно, что нам придется жить с искусственным интеллектом, нам придется жить с роботами, и нам придется жить с ситуацией, когда роботы будут среди нас. И все это должно быть осмысленно и спроектировано с тем, чтобы не подвергать стрессам людей, не подвергать стрессам нашей организации, готовиться к этому заранее, потому что отгородиться от этого уже невозможно. И я хотел бы начать нашу пленарную сессию. У нас сегодня 3 спикера, и хотел бы обозначить первую тему. Первый наш спикер – это Евгений Бурнаев, он профессор, доктор физико-математических наук, директор Центра искусственного интеллекта Университета Сколково. Я хочу сказать, что Сколтех является нашим ближайшим партнером и, наверное, мощнейшей научной базой для развития искусственного интеллекта в стране. И он является руководителем группы «Обучаемый интеллект» в Институте искусственного интеллекта АИРИ. Евгений – лауреат прошлого года премии правительства в области науки и технологий. И первая тема у нас называется «Изменение промышленности и отраслей экономики с помощью искусственного интеллекта». Я хотел бы задать вам вопрос. Знаю, что в фокусе вашего исследовательского центра практические научные разработки в сфере искусственного интеллекта, в частности в инжиниринге, они уже приносят практические результаты большому количеству компаний. Хотелось бы услышать ваше мнение как ученого, какие научные разработки окажут самое значимое влияние на промышленность и на экономику в целом. И как вы оцениваете ближайшие 3-5 лет с точки зрения появления так называемого гибридного труда, где искусственный интеллект работает совместно с человеком, и наоборот, и искусственный интеллект, наоборот, не ограничивает возможности человека, а расширяет их. И те области, в которых искусственный интеллект будет выполнять всю работу автономно. На ваш взгляд, какие возможности вы сегодня уже видите и какая перспектива на ближайшие годы? Спасибо за вопрос, Владимир Владимирович, Герман Оскарович. Ну, вообще говоря, вот раньше тренд такой ключевой – это автоматизация в промышленности. То есть фактически машине предписываются некоторые фиксированные шаги по решению задачи. Пример. Прокатный стан, заготовка, по изображению детектируется дефект на заготовке с помощью программы. Но значительное количество индустриальных процессов, они очень сложные, и соответствующие задачи вот таким вот образом просто не решишь. Например, проектирование какой-то производственной площадки, соответственно, сначала генконструктор задает какие-то параметры по экономике, общие характеристики, которые требуются. Далее отдельные инженерные коллективы начинают работать с нормативной документацией, там, с дизайном самой площадки, зданием сооружений и так далее. Такой сложный многоступенчатый процесс. Проблема в том, что если верхнеуровневые характеристики, такие глобальные по этой площадке, они изменились, ну, в силу каких-то обстоятельств, то просчитать заново сквозным образом, как эти изменения отразятся на всем остальном, фактически сейчас невозможно. То есть, с одной стороны, мы можем до некоторой степени автоматизировать труд конкретного инженера, но полностью сделать вот этот вот весь расчет, это проектирование автономным, автономизированным, вообще говоря, невозможно. И похожая история, она происходит и с управлением производством. Но сейчас есть технологии искусственного интеллекта, речь идет о мультиагентных системах и генеративном искусственном интеллекте, вот, которая действительно позволит перейти от автоматизации к автономизации. О чем речь? Ну, действительно, вот сейчас есть большие языковые визуальные генеративные модели, которые уже могут обрабатывать не только, допустим, изображения, какие-то тексты, но и, например, чертежи. Да и не только. Вот, например, недавно в совместном со Сбером проекте на данных Роскосмоса мы показали, что генеративная модель действительно может очень качественно повышать разрешение спутниковых снимков. Ну так вот, можно на основе такой генеративной модели построить и агента,
который, с одной стороны, может писать код, имеет память, получает информацию об инженерном процессе, накапливает ее. И также он может декомпозировать задачу на какие-то подзадачи, управлять другими агентами искусственного интеллекта, которые вот эти подзадачи решают, и уже потом собрать полное решение. То есть получается мультиагентная система, которая вот этим всем процессом управляет. И, конечно, это позволит в будущем перейти в значительной степени автономным организациям. Ну, не только фабрикам, это и автономный офис, и какие-то автономные сервисные компании и так далее. То есть вот такой вот в неком смысле организм из взаимодействующих и агентов сможет управлять технологическими процессами. Прежде всего это нужно для сложных технологических процессов в производстве, логистике, цепочках поставок, финансах, энергетике, применяться в госуслугах, в управлении городом. И на самом деле, конечно, для России это, в общем, благо. Почему? Ну, задач очень много. А вот людей по-настоящему не хватает для решения всех задач, которые нужны. И надо сказать, что и профессии новые тоже появятся, потому что если раньше инженера, они использовали для проектирования какой-то софт, для проектирования, то сейчас нужно будет получать новую специализацию, делать проектирование с помощью специализированных программ на основе генеративного искусственного интеллекта. Конечно, чтобы внедрить это в бизнес, необходимо обеспечить информационную безопасность, верифицируемость результатов работы. Но сейчас уже есть программные средства, которые позволяют это делать, и понятно, как их развивать для того, чтобы обеспечить и безопасность, и доверенность. Отметим также, что, конечно, для того, чтобы вот это все заработало, требуется сделать платформу с ядром на основе искусственного интеллекта. Здесь, к счастью, у Сбера есть действительно хороший задел. Вокруг этой платформы необходимо выстроить экосистему сервисов для разных отраслей. И, ну, в общем, здесь потребуются значимые вложения. Но я проведу некую историческую параллель. Действительно, вот в 2000-х годах был такой некий локальный кризис, связанный с интернет-компаниями, так называемый кризис доткомов. Но вообще говоря, вот те вложения, которые были сделаны тогда, в случае интернета, они в итоге сполна окупились, и интернет сейчас – это значительная часть нашей жизни. Так вот, от вот этих технологий, о которых я сейчас говорю, для промышленности, для других сфер деятельности бизнеса и государства, безусловно, окупаемость будет и не только в среднесрочной перспективе, но по-настоящему это долгосрочное вложение в будущее. Спасибо. Так, мы вас правильно поняли, что можно таким образом в известной степени и решить проблемы дефицита рабочей силы? В целом, да. А квалифицированных кадров? Дело в том, что обеспечить, ну, на самом деле квалификацию тоже нужно будет повышать, потому что, ну, вот как раньше были просто станки, появились станки с ЧПУ. Соответственно, инженер дополнительно доучивался. Но это такой путь. Спасибо. Евгений, спасибо большое. Вы упомянули как раз спутниковую информацию. Я хотел бы поблагодарить присутствующего здесь нашего партнера Дмитрия Баканова, потому что за последнее время мы очень активно стали сотрудничать с Роскосмосом как на Земле. Спасибо большое за предоставление большого количества информации, которая нам крайне необходима для обучения моделей, так и в космосе. Вот первые модели, первые результаты совместной работы, первые модели полетели в космос вместе с космонавтами. И вот мы работаем совместно сейчас с Роскосмосом над созданием помощника космонавта, потому что действительно там огромное количество оборудования, очень сложного. Нужно очень много чего иметь в голове, инструкции и так далее, и так далее. Это все можно делать с помощью искусственного интеллекта. Правильно я вас понял, что Сбер готов поучаствовать в создании нужных для государства спутниковых группировок? Владимир Ильич, мы с удовольствием это будем делать. В различных отраслях. В части самого разного назначения. В части искусственного интеллекта мы это будем делать с большим удовольствием. Видим это своим важным делом. Так, сложно ответил. Деньги дадите на то, чтобы спутниковые группировки создавать? Или только в части использования искусственного интеллекта при создании этих группировок? Владимир Ильич, у нас ничего не остается после затрат на искусственный интеллект. Это настолько дорогая игрушка, что
А вы с помощью искусственного интеллекта сокращаете непроизводственные расходы. У вас появятся лишние средства. Ильич, вы абсолютно правы, мы это сейчас делаем. Вот мы сегодня не успели вам представить проект, мы в Сбере в этом году с помощью мультиагентной системы сократили, до 1 января закончим сокращение 20% персонала, который был проанализирован и выявлен с помощью искусственного интеллекта как неэффективный. Мы закрываем неэффективные проекты, сокращаем рабочие места для неэффективных сотрудников. В результате идет высвобождение в том числе и ресурсов. Нет неэффективных сотрудников. Есть сотрудники, с которыми вы плохо работали. Вы знаете, я с этим тоже соглашусь, потому что в конечном итоге, да, неэффективные сотрудники бывают у неэффективных руководителей. Поэтому, если есть что-то неэффективное в организации, то, к сожалению, в этом есть моя доля ответственности. Я с этим согласен. Вот мы сейчас, когда Герман Оскарович погружал меня в эти проблемы искусственного интеллекта с помощью своих коллег, затронули очень важную тему, связанную с образованием. Вот нажал кнопочку, да, и школьнику, даже и студенту, выдается решение почти любой задачи. А зачем тогда включать мозги? Вы знаете, это только на первый взгляд шутка, а на самом деле это серьезное дело. Надо же как-то детей и в школах, и в вузах, и в колледжах учить думать, а не просто выбирать нужную кнопку и задавать вопросы. А вот непростая задача оказывается. Вот сейчас коллега участвовал, один из коллег участвовал в презентациях. Молодой человек еще, у него 5 детей. Когда успел, молодец, просто 5 детей. Давайте вот его поприветствуем, если он здесь. Представители компании Яндекс. Пожелаем, да, в Яндексе, да, вот Герман подсказывает, в Яндексе работает. Да, действительно, не только в Яндексе работает, он и на других фронтах успевает. Вот. 5 детей, молодец. Маленькая самая сладкая, наверное, 9 месяцев. 9 месяцев, вот. Вот я его спрашиваю, а как вы будете своих детей учить думать, а не просто нажимать кнопки? Но вот вы знаете, шутки шутками, он очень умный человек, потому что он рассказывал такие вещи, которые я и не догонял отчасти. А он не смог мне ответить на это. Понимаете? Не смог. Это не шутки. Вот в новой нарождающейся в мире системе это не так просто. Мы не можем позволить тому, чтобы в нашей стране образовалась такая группа суперинтеллектуалов, развитых, элитных людей, элиты такой интеллектуальные, а все остальные такие роботы, которые только кнопки нажимают. Это очень непростая задача для системы образования и для Минпроса, и для Министерства науки и образования. Вот как побуждать думать? Это задача для преподавательского состава, для всей системы. Надо выработать такой подход к обучению, чтобы ребенок задачи решал и возможности искусственного интеллекта использовал. Как это сделать? Надо учить шахматами заниматься, математикой заниматься. Вот это я вас прошу, честно говоря, всех прошу подумать над этим. Потому что один Минпрос не решит такую задачу. Это правда, это серьезная такая вещь для будущих поколений, для России. Очень важно. Извините, пожалуйста. Владимир Ильич, спасибо большое. Действительно, это очень серьезные проблемы, и они не решаются вот так сходу. Это требует очень серьезного осмысления всего сообщества, наверное. Это то, над чем стоит думать. И у нас наш следующий спикер как раз господин Аджит Абрахам, Индия. Он проректор, декан факультета искусственного интеллекта университета САИ. Он является автором более 1500
исследовательских публикаций в области искусственного интеллекта. По данным Scholars GPS за 2024 год, он входит в 0,1% самых цитируемых ученых мира. Его Хирш-индекс равняется 123. И, господин Авархан, позвольте вам задать вопрос, как раз связанный с наукой и образованием, потому что, конечно, эра искусственного интеллекта и науку, и образование выносит вообще в неконкурентное поле. Это настолько важные сферы, без которых просто невозможно развивать государство в целом, но и, естественно, технологии. Позвольте задать вам вопрос, как вы видите будущее науки. Мы докладывали президенту о том, что в этом году искусственный интеллект впервые написал сам статью, которая была опубликована в журнале «Ап» со звездочкой, и по всем прогнозам до 2030 года с помощью искусственного интеллекта и искусственным интеллектом будет написано более 1 миллиона научных статей, тогда как если бы это было без участия искусственного интеллекта, то это число равнялось 43 тысячам. Очевидно, что даже прочитать эти статьи ученые люди не в состоянии. Как, на ваш взгляд, будет построена исследовательская работа ученого? И как, на ваш взгляд, будет, если у вас есть на этот счет идеи, как нужно трансформировать образование? Вы работаете в сфере высшего образования, может быть, высшее образование, с тем, чтобы оно было адаптировано к веку генеративного искусственного интеллекта. Прошу вас. Thank you. First, I will take a few moments to summarize our AI Foresight event. During the last AI journey, as per the advice of President Putin, we organized a Foresight session to understand some of the current challenging problems, future opportunities, and finding ways how we can work together to some of the cutting-edge challenging problems, contributing to the community, to the country, and doing something great to the planet. So we had close to 270 researchers from industry and academia from nearly 36 countries participating in this massive exercise during the last 1 year. Personal interviews, sessions in different countries, online, offline, all these helped us to bring all this knowledge together. And I would like to take this opportunity on behalf of all the members and the participating nations to thank Russia for chairing this session and providing this opportunity for all of us to work together. We have seen a massive transformation, how AI is changing the world, from machine learning to transformers to large language models to multimodal models to agentic systems to context-aware systems. We have our colleagues working in various new areas like responsible AI, explainable AI, ethical AI, digital twins with cognitive capabilities, human and AI working together, systems, something like that. So all these things are changing in a very big way in the technological field. And AI is going to change the way we live, the way we operate, the way we do business, the way we teach our students, the way we do many things in daily life. I would like to quickly point how scientific literature, or I would say advancing scientific progress is going to be affected using artificial intelligence. From understanding literature, I would say if we want to do something new, it would have taken months to years to summarize a new area. But with generative AI, we can summarize this in few days to few weeks, starting a new area, formulating hypotheses, doing experiments, analyzing data,
augmenting data. Sometimes we don't have the data, but we can augment using. Также агментация данных использования используется, и используется генеративный искусственный интеллект. Все это позволяет ускорить научные исследования и открытия и сократить время исследования до нескольких недель, до нескольких дней, а раньше это занимало 5-10 лет назад это могло занимать годы. Поэтому очень серьезный искусственный интеллект все меняет. Потеряют ли ученые работу? Ну, понятно, что нет. Но это будет лаборатория. Ученые станут лабораторией. У них будут многие точки получения данных, источники данных. Мы проводим свое исследование. И искусственный интеллект позволяет активно развивать научные исследования в самых различных отраслях. И это позволит ускорить прогресс на глобальном уровне. Искусственный интеллект, влияет ли он на когнитивные возможности человека? Понятно, что без критического мышления, без когнитивных возможностей человека мы не сможем максимально эффективно использовать эти платформы, которые используют искусственный интеллект. У нас будут умные города, умные дома, умные системы транспорта, умные больницы, умные клиники. Искусственный интеллект сможет использовать предиктивную диагностику на основе ваших анализов. И за несколько месяцев, за несколько лет вы сможете понимать, какое у вас может быть заболевание. С точки зрения Индии, в правительстве Индии реализуется множество интересных проектов. Правительство Индии выделило около $1 миллиарда для того, чтобы развивать искусственный интеллект в разных отраслях, например, здравоохранение, СМИ, юриспруденция, производство, и в том числе это делать в сельских областях. Также был выделен $1 миллиард на программу поддержки стартапов, которая стимулирует молодежь. Молодежь 25% населения страны, это примерно как население России. И в рамках этой программы стимулируется молодежь для того, чтобы заниматься предпринимательством. Этот альянс, который возглавляет Россия, это новая платформа, где более 23 стран представлено, и это позволит выйти на новый уровень развития искусственного интеллекта. В следующие месяцы, в следующие несколько лет мы увидим новые уровни развития. Эта платформа — прекрасная возможность для того, чтобы сотрудничать вместе, для того, чтобы внести свой вклад в развитие всего человечества. Большое спасибо. Я хотел бы отметить, что, во-первых, мы сотрудничаем с нашими индийскими друзьями и дальше будем это делать. Знаю, что в Индии планируется в феврале следующего года провести саммит по искусственному интеллекту. Мы с удовольствием примем в этом участие. Я надеюсь, что уверен, что предложенное нашими индийскими друзьями мероприятие пройдет на самом высоком уровне. Вот, а что касается когнитивных возможностей человека, я вот только что перед вашим выступлением сказал, что мы ни в коем случае не должны довести до того, что у нас возникнет какая-то интеллектуальная элита, которая будет правильно использовать искусственный интеллект и сама развиваться, а основная масса населения будет пользоваться только возможностями искусственного интеллекта, нажимать на кнопки и получать нужный ответ. Но для этого, конечно, очень много нужно сделать. Вот, вы знаете, я так вскользь упомянул о том, что мы многое делать должны, многие платформы национальные создавать на собственной базе, в том числе на собственной интеллектуальной базе, на базе наших традиционных ценностей, из нашей истории и так далее. Что я имею в виду? Надо, вот, когда мы говорим о развитии когнитивных возможностей, нужно, чтобы эти вещи доходили до подавляющего большинства граждан нашей страны. Вот я упоминал о том, что и сейчас уже сказал,
в школе, там, ну, можно же на на любой вопрос учителя кнопку нажать и получить ответ, мгновенно причем. Но думать не надо. Вот то же самое вот в области, скажем, в области иностранных языков. Вот попробуйте современного молодого человека, поговорите, да, убедить в том, что необходимо изучать иностранный язык. И вы знаете ответ какой? А зачем? Спросил там Алису там, или Германа Оскаровича в его чатах, там, разработках. Бум! Тут переводят в режиме онлайн. Все переводят в режиме онлайн. Ну и зачем изучать иностранный язык? Все прямо вот говоришь тебе или слушаешь, и тебе тут же все переводят. Какой смысл? Значит, вот, вы понимаете, по каждому вопросу нужно находить правильный ответ и внедрять эту позицию в сознание, ну, в данном случае, молодого человека. Ну, что такое изучение иностранного языка? Это же ведь это не только использование его в быту, либо в производственной деятельности. Нужно, чтобы молодой человек понял, что знание иностранного языка погружает как бы совсем в другой мир, дает возможность прожить еще одну жизнь. Одно дело прочитать, ну, скажем, «Войну и мир» в подлиннике, а другое дело в переводе. Тем более это касается поэзии. Одно дело Гейне, допустим, читать в переводе, даже в очень хорошем, а другое дело в подлиннике. Нюансов столько много. Стопроцентного перевода быть не может. Это невозможно, потому что не передать тонкости того, о чем говорит автор. А когда знаешь язык, погружаешься в эти тонкости, понимаешь, ну, хотя бы отчасти, начинаешь понимать душу носителей языка, душу этой культуры. И вот это огромная гуманитарная ценность. Но вот то же самое, что и вот в шахматах. Можно же играть, ну, там, в онлайн играть, сам подключился к какой-то системе, и за тебя компьютер все решает, и там у всех выиграл. Приносит это удовлетворение или нет? Или ты понимаешь, что это просто обман, и это не твоя победа? Вот сейчас только девушка одна рассказывала, как они, ну, вот, Сбербанк помогает спортсменам наладить честное судейство. Значит, можно же с помощью, там, ну, сейчас про футбол мы говорили, болельщики знают, там, к сожалению, часто ошибки совершаются. Но это вот и болельщиков это обманывает, да и игрокам какое счастье, только зарплату получать и все. Но ведь когда ты выигрываешь по-честному, это совершенно другие эмоции. И а это связано с нашим культурным кодом. Это вот честное отношение к делу, это погружение в другую культуру, удовольствие от этого внутреннее, эмоциональное, интеллектуальное удовольствие человек, когда получает. Это тонкая очень работа. Если мы все вместе сможем наладить в процессе обучения, в ходе работы и в школах, и в вузах, и в колледжах, вот такой подход к образованию, мне кажется, тогда мы максимально на пользу будем использовать возможности искусственного интеллекта и добьемся максимального результата. Владимир Ильич, спасибо большое. На самом деле вы очень точно такие точки особого внимания определили. Как сохранить мотивацию детей, как сохранить мотивацию людей к качественному образованию, как нам объяснить это детям, когда сегодня они действительно нажатием кнопки получают результат, но не затрачивая на это никаких интеллектуальных усилий, они не развивают интеллект.
как сделать так, чтобы приход искусственного интеллекта не привел к атрофированию когнитивной функции, а наоборот, к стимулированию ее. Это те вопросы, на которые нужно сегодня нам всем вместе отвечать. И, собственно говоря, этому была посвящена в том числе и работа, которая по вашей инициативе в прошлом году была проведена учеными, о чем сейчас наш глубоко уважаемый индийский коллега Исвин Абрахам рассказал. И я хотел бы поблагодарить нашего партнера по Альянсу искусственного интеллекта Кирилла Дмитриева и РФПИ, которые провели огромную международную работу, чтобы это все организовать. И Кирилл лично очень много этим занимался и вложил в это. Я хотел бы сказать большое спасибо, Кирилл, вам и вашей организации, потому что без вашего участия, наверное, мы бы такого международного партнерства бы не получили. И я хотел бы обратиться к нашему следующему спикеру, господину Чен Цуфаню. Он представитель Китая. Он очень крупный эксперт, который отработал более 10 лет в технологических компаниях. В китайской крупнейшей компании Baidu и в крупнейшей американской компании Google. И возглавлял департамент стратегических исследований. И затем он попробовал амплуа писателя и вместе с очень известным человеком в мире искусственного интеллекта господином Кай Фу Ли написал книгу ИИ 2041. И он сейчас, в том числе, он имеет много написанных книг и является одним из экспертов в области футуризма. Я хотел бы, господин Чень, обратиться к вам с двумя вопросами. Первый вопрос: как вы относитесь к прогнозам, которые публикует господин Курцвейл, один из таких очень известных технологических футурологов, который говорит, все те, кто проживут ближайшие 6-7 лет, они получат шанс не просто прожить до 100 лет и больше, они обретут бессмертие. Его последний прогноз, что это произойдет на рубеже между 30 и 35 годом, примерно 32 год. И хотел бы задать вам вопрос, второй вопрос, как, на ваш взгляд, будет выглядеть жизнь обычного человека через 10-15 лет. Например, в 2041 году, о котором вы с Кай Фу Ли писали в очень интересной книге. И что станет ключевым драйвером доверия между обществом и искусственным интеллектом? Известно, что технология настолько быстро развивается, что общество не успевает адаптироваться к ней. И что нам нужно сделать, чтобы объяснить людям, помочь им с преадаптацией, с пониманием того, чему нужно обучаться, как сделать так, чтобы сохранить мотивацию, о которой сказал наш президент, и сохранить собственную востребованность на рынке труда, ну и, наверное, в мире в целом, в это очень непростое, так быстро меняющееся время. Спасибо, Герман Оскарович. Большое спасибо за то, что представили мою книгу «Искусственный интеллект 2041». Хочу поделиться своей историей, личной историей. 2 года назад у моей мамы, которой 70 лет, случился инсульт. Меня не было рядом. Слава богу, отец вовремя нашел ее, отвез в больницу, и она получила все необходимое лечение. С ней все в порядке. Но что было бы, если бы она была одна? Что было бы, если бы больница находилась далеко? А что было бы, если бы у каждого был ИИ-врач в кармане, который бы ненавязчиво отслеживал ваш голос, как вы выражаете свои мысли, как вы держите телефон, и даже биомаркеры бы отслеживал, и мог бы предупредить вас, что у вас есть признаки инсульта или какого-то другого заболевания до того, как оно проявится? Но это еще не все. Например, может быть, вам понадобились какие-то лекарства. Эта система может проанализировать ваши особенности, ваши данные, разработать индивидуальное лечение. Затем, например,
Может быть 3D-принтер, который может напечатать нужные таблетки, лекарства, а сверхбыстрая система доставки может их доставить прямо до вашей двери. Да, то, о чем говорил Рэй Курцвелл. Тут не только важно лечение от болезни. Мы должны расширить наше время жизни, продолжительность жизни. Китай — огромная страна, как и Россия. Но население 1,4 миллиарда человек. Ресурсы наши при этом неравномерно распределены и ограничены. Много дисбалансов между крупными городами и сельскими районами. Но интересно, знаете что? То, что смартфонами владеют почти 100% населения. И интернет почти везде есть. 80% территории имеет интернет. То есть в будущем можно будет реализовывать модели искусственного интеллекта, которые будут работать в гибридном режиме с экспертами, людьми. И все смогут улучшить свою ежедневную жизнь благодаря необходимым технологиям и инфраструктуре. То есть искусственный интеллект в здравоохранении — это один аспект. Также у вас мультиагентная система может использоваться, и телефон может использоваться, например, как репетитор. Также может быть менеджером, например, по финансам, инструктором по йоге, даже психологом. Возможно, все. Не нужно никуда ездить в крупный город для того, чтобы получить доступ к этим ресурсам. И то, что важно очень, и то, о чем говорил господин президент, у нас есть технология для того, чтобы молодые люди изучали историю. Например, мои студенты в Гонконге используют 3D-печать и генеративный искусственный интеллект для того, чтобы китайскую мифологию распечатать и получить игрушки. И это позволяет фольклор и культуру внести в массы. В России история такая же долгая и богатая, как и в Китае. И, конечно же, можно использовать искусственный интеллект для того, чтобы повышать ее популярность среди молодых людей. Моя 4-летняя дочь использует репетитор искусственного интеллекта для того, чтобы читать русскую литературу. Это великолепно. Технологии позволяют нам обеспечивать вот этот вот межкультурный обмен. Вернемся к истории с мамой. Сейчас, чтобы подбодрить ее в период восстановления, мой отец с помощью искусственного интеллекта создает небольшие такие смешные мультфильмы, чтобы ее порадовать, и это делает каждый день. И вот что прекрасно. В китайском языке AI, то есть искусственный интеллект, выглядит и звучит точно так же, как любовь AI. Поэтому эта технология — это не только данные, это инструмент, который позволяет обеспечивать единство. Именно поэтому в Китае правительство активно поддерживает развитие искусственного интеллекта, также инфраструктуру, обеспечивают легализацию использования методов искусственного интеллекта и создает очень важные проекты для изменений в области здравоохранения, производства, строительства умных городов и так далее. Я как писатель хочу, чтобы вы представили конструктивное, оптимистичное, хорошее будущее, где мы будем жить вместе с технологиями. Большое спасибо. Если позволите, то я прежде всего от всей аудитории хочу пожелать здоровья вашей маме. Пусть она как можно быстрее поправится. Это вот первое. Второе. Герман Оскарович сейчас вспомнил о том, что некоторые специалисты, сейчас вот мы говорим про китайских специалистов, говорят, что можно создать условия, сейчас не буду вдаваться в детали, в общем, создать условия, при которых человек будет жить до 150 лет. В этой связи вот что хотел бы сказать.
Вот когда-то человек жил 20, 30, 35 лет, и считалось это нормальным. Потом средний возраст в отдельных странах и на планете в целом стал увеличиваться. 35, 45, 50 лет. Тоже нормально. Сейчас в некоторых странах уже 80, и мы стремимся к тому, чтобы и у нас средний возраст там, у женщин чуть побольше, у мужчин поменьше. Но мы цели даже определенные ставим перед собой об увеличении средней продолжительности жизни. И все правильно делаем. Можно, наверное, довести до 150 лет. Но, во-первых, всегда будет мало. Так же, как денег. Всегда. И, на мой взгляд, главный вопрос не в том, сколько прожить. Главный вопрос в том, как прожить, зачем и ради чего. А на эти вопросы отвечают наши традиционные ценности. Говорю без всякой иронии. Именно поэтому я и в своем выступлении, и сейчас хочу вот этим закончить, в основе разработок наших национальных платформ должны лежать прежде всего наши традиционные ценности всех народов Российской Федерации. Владимир Ильич, спасибо большое за ваше участие, за ваши ремарки. Я наблюдал за реакцией нашего министра здравоохранения, когда мы вели речь про 150 лет или про бессмертие. Я думаю, что надо на самом деле, наверное, Министерство цифрового развития и Министерство здравоохранения объединить, чтобы мы дожили до 150 лет как можно скорее. Но на самом деле очевидно только одно, что мы очень быстрым темпом входим в принципиально новую эру жизни человечества. Мы сегодня обсуждали, что индустриальная революция длилась в мире 200 лет. Эта революция будет как минимум в 10 раз быстрее, она займет примерно 20 лет. 20 лет даже в период человеческой жизни – это очень маленький отрезок времени. И, конечно, на наш взгляд, мы должны внести свой вклад. Вот Владимир Ильич сказал, зачем прожить и как прожить. Вот на нас есть ответственность за то, чтобы помочь людям войти в это плавно, без потрясений, без стрессов и не потерять вот это самое главное, зачем и как. И мы с коллегами будем делать все для того, чтобы эту нашу миссию, может быть, вот это наше «зачем и как» в этом в том числе и заключается. Чтобы обеспечить развитие технологий, чтобы обеспечить конкурентоспособность страны, но не привести к каким-то катаклизмам и стрессам, которые почувствуют миллионы людей, которые, собственно говоря, напрямую к развитию этой технологии отношения не имеют. А на нас ответственность, чтобы мы адаптировали эту технологию так, чтобы их жизнь стала лучше, чтобы медицинская помощь стала более доступной везде, на всей территории страны, чтобы образование стало более доступным, и все услуги в цифровом виде привели к тому, чтобы люди стали жить немножко легче и более счастливо. И в этой цели мы объединяемся в очень большую такую цепочку наших партнеров, наших коллег, создавая международный альянс по развитию искусственного интеллекта. И, Владимир Ильич, в прошлом году вы дали старт развитию и подписанию соглашений в этой области, а в этом году вот с помощью наших коллег мы расширяем количество стран, которые подписывают декларацию о входе в состав этого альянса. И разрешите провести эту церемонию. Пожалуйста, коллеги. Церемония присоединения новых участников к Альянсу. Уважаемые участники конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», приветствуем действующих участников Международного альянса в сфере искусственного интеллекта и просим их встать для приема новых участников в состав Альянса.
Приветствуем новых представителей национальных альянсов и институтов развития искусственного интеллекта из 11 стран, присоединяющихся к альянсу очно и в дистанционном формате. Бразилии, Вьетнама, Индии, Конго, Омана, Турции, Чили, а также Египта, Кении, Танзании, ЮАР. Прошу вас взять планшеты, выразить поддержку новым участникам и дать согласие на вступление в Международный альянс в сфере искусственного интеллекта. Сегодня, 19 ноября 2025 года, в присутствии президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина к Международному альянсу в сфере искусственного интеллекта присоединились новые участники. Теперь общее количество членов альянса составляет 28 организаций. Поздравляем всех новых членов альянса! Позвольте поздравить всех новых членов Альянса, существующих членов Альянса. Спасибо большое, коллеги, за то, что вы проделали такой путь. И спасибо за вашу готовность к международному сотрудничеству в развитии важнейшей технологии века. Спасибо большое. И позвольте мне поблагодарить всех участников, которые сегодня присутствуют здесь. Хочу отдельные слова благодарности выразить администрации президента и Максиму Станиславовичу Орешкину, с которым мы вместе это все делали. Хочу сказать огромное спасибо нашему правительству и Министерству цифры, и Дмитрию Николаевичу Чернышенко, и... Да, коллеги, садитесь, конечно, садитесь, пожалуйста. Вот. И Дмитрию Григоренко, и всем нашим партнерам, которые очень серьезно относятся к этой теме. И во главе с премьером, можно сказать, мы каждый месяц детально эту тему стараемся обсуждать с тем, чтобы не оказаться на обочине, скажем так, прогресса в развитии этой высокой технологии. Мы сегодня докладывали президенту, что сегодня Россия находится в составе 7 стран в мире, у которых есть практически полный стек технологий, самые современные, самые последние технологии, которыми обладают самые продвинутые страны. И ваше внимание, Владимир Владимирович, помогает поддерживать соответствующий уровень развития технологий, интерес к этому студентов, ученых, предпринимателей, всех уровней сотрудников государственной службы. Я хочу вам сказать за это огромное спасибо, и мы будем делать все для того, чтобы наша страна двигалась также уверенно вперед. Спасибо большое.